Всем привет! Сегодня я вам расскажу топ-3 своих любимых аниме в жанре БЛ. Начнем с первого. «Монополия моего героя», так называется первое аниме. В принципе, если рассуждать психологически, то главный герой Масахиро, он загнанный в угол ребенок. Его мать ему совсем не уделяет внимания, а отцовской любви он никогда не знал. Плюс у него натянутые отношения с семьей, потому что он не любит, когда его мама приводит домой разных мужчин. Еще с детства он любил смотреть мультфильмы про супергероев и мечтал, что когда-нибудь встретит такого же человека, которого он бы мог назвать своим героем. Масахиро подросток, и у него нет плана на будущее, и он не знает, куда себя подать. Именно поэтому он связывается с плохой компанией. И у этих плохих ребят он становится мальчиком на побегушках. По всему городу разнесся слух о грозе всех хулиганов, или же убийце медведя. Как его описывают: сильный парень с родинкой под губой и носящий футболки с милашными или же смешными принтами. Масахиро он сразу заинтересовал, и именно благодаря Кенски, второстепенному персонажу, с которым он познакомился из-за необычных обстоятельств, он впервые встречается с этим убийцей. Этот убийца медведя – старший брат его нового друга и по совместительству учитель математики. Вот оно как. Утром, значит, он хороший учитель, дающий знания детям, а по вечерам он просто гоняет всяких хулиганов. В принципе, это незамысловатый сюжет, простая повседневность, романтическая школьная комедия. В общем, любовь между учителем и учеником. Плюс у Кенски тоже будет своя любовная линия. Я советую посмотреть это аниме просто в уютной, спокойной обстановке и просто приятно провести время. Поехали дальше. Следующее аниме «Зимняя цикада». Это душераздирающая история с трагичным концом. Если вы любитель стекла, то я вам настоятельно рекомендую. В общем, сюжет окунается в эпоху великих перемен для древней Японии. В основе сюжета двое взрослых мужчин, оба схожих взглядов, родственные души, но судьба так распорядилась, что они родились в двух разных кланах. И более того, эти два клана враждуют между собой. История начинается с того, как Кусака, главный герой, вместе со своим другом сбегают из вражеской страны и попадают в ловушку. Им помогает враг, загадочный мужчина, чем он и привлек внимание Кусаки. Спустя месяцы, годы они снова встречаются, но уже в более спокойное время. Два героя начинают сближаться, узнавать друг друга получше. Кусака рассказал, что он хочет выучить иностранные языки для того, чтобы отправиться в кругосветное путешествие, наладить контакты со внешними странами, получить союзников, ну и в целом создать мир во всем мире, то есть мир без войн. Сам по себе Кусака очень добрый парень, он никогда без причины не доставал из ножен свой меч, потому что он любил решать конфликты словами, а не бойней. В этом они похожи со вторым главным героем. Акидзуки, второй главный герой, услышав его рассказ, принимается его обучать иностранным языкам. Так-то они постоянно проводят время на нейтральной территории, скрывая свои отношения от своих собратьев. Проводя время вместе, наш ГГ осознает свои чувства к Акидзуки. К счастью, он отвечает ему взаимностью, так и начинается их любовь. Но у каждого есть свой долг, честь воина, свой путь, по которому им предназначено идти. Отношения их кланов и так были хрупкие, но последняя нить хрупкости оборвалась и привела к кровавой войне. Акидзуки даже произнес такие печальные слова, что не родись мы в это время, смогли бы быть вместе. Как это печально и грустно, то есть двое влюбленных не могут оставаться вместе, не могут любить друг друга из-за того, что они находятся по две баррикады, которые враждуют между собой. Это ужасно. Ну и после войны начинается самый настоящий ад для нашего героя. Он не в состоянии защитить любимого человека из вражеской страны от своих же собратьев и клана. А Акидзуки тем временем, потерпев поражение, увидев смерть своих товарищей,
почувствовал себя абсолютно беспомощным, потерял смысл жизни и просто стал живым мертвецом. Двое героев отчаянно цепляются за единственное, что у них осталось, это любовь друг к другу. В целом история очень трагичная, очень печальная, я не могла сдержать слезы, особенно в конце. Одно утешает, что это всего лишь короткометражный фильм, потому что герои являются актерами из произведения «В своих ладонях он держал весну». На самом деле главные герои живы и вместе живут очень счастливо. Поехали дальше. Ну и последнее на сегодня аниме – это «Дарованный». На самом деле его так пиарили, но я могу согласиться, потому что мне это аниме очень понравилось. Сюжет нам рассказывает о 4 парнях, которые состоят в музыкальной группе, и их истории. В основе сюжета 2 главных героев – Мафую и Рицка. Мафую после потери своего возлюбленного замкнулся в себе и стал необщителен. В принципе, он всегда был спокойным, но смерть Юки на нем очень сильно отразилась. А Рицка – обыкновенный парень, или же Ояш, любители сёнэн манг поймут. Он потерял интерес к своему хобби. Он гитарист, но ему игра совершенно неинтересна. И вот наши герои впервые столкнулись в спортзале на лестнице. Рицка вообще был возмущен, мол, почему какой-то парень находится на его любимом месте. И так у них завязался какой-никакой разговор. Когда Рицка сказал, что он играет на гитаре, Мафуи к нему обратился с просьбой, чтобы тот помог ему починить гитару. На удивление Мафуи оказался очень навязчивым, и он не отстал от Рицки, пока тот не выполнил его просьбу. Ну а потом пошло-поехало, он стал преследовать Рицку. В итоге Мафуи узнал, что у Рицки есть своя музыкальная группа. И вот так Мафуи погрузился в мир музыки вместе со своими новыми друзьями. Рицка помог Мафуи осознать, что у него есть эмоции, что он совершенно не бесчувственный человек. А у Мафуи оказался шикарный голос, который сразу понравился Рицке. И именно поэтому он предложил ему вступить в группу солистом. И вот так чувства наших героев постепенно растут, симпатия оказывается взаимной. Ну и второстепенные персонажи тоже не отстают, у них у каждого есть своя сюжетная линия. Если вы любите музыкальные аниме, то я советую вам посмотреть именно его, потому что в нем очень трогательная музыка, а от слов из текста песен, которые поет Мафуи, просто хочется кричать, потому что когда он поет, выплескивает свои эмоции наружу. В эмоциональном плане это очень сильное произведение, поэтому я вам настоятельно его рекомендую посмотреть. Ну и в качестве бонуса покажу вам плакат, который я приобрела, вы его много раз видели. Это герои из аниме «Великие из бродячих псов» Дадзай и Чуя. Я вообще не любитель шиперинга и пейрингов, но я просто не могла пройти мимо этих няшек. Ну а на этом все. Если вам интересно, какие аниме я еще люблю, не только жанра романтика или гет-романтика, но и другие жанры, а я смотрела очень много аниме, пишите в комментариях, буду рада поболтать. На сегодня я с вами прощаюсь, всем желаю хорошего дня, с любовью, ваша Камера.